Ну, попробую озвучить плюсы и минусы. Вообще тема очень сложная, потому что где-то у кого-то плюс, а у другого человека в этом же месте минус. Поэтому обобщать очень не хотелось бы. Расскажу про себя. Жду вот сейчас, отвез своих на курсы по черногорскому языку. Сам отходил на курсы где-то 2 или даже 3 раза. Сначала полгода ходил, потом был перерыв, потом еще какое-то время. Ходил оффлайн в группы, занимался с преподавателем, которая, ее зовут Лиля. Ну, можно рекламку сделать, хотя она загружена, вообще пипец. Занимался 3 раза в неделю оффлайн, потому что онлайн я себя вообще никак не могу организовать, заниматься. Когда машины не было, вообще пешком ходил в одну сторону 4,5 километра, потом занимался час и обратно шел. С людьми познакомился, тоже какой-никакой нетворкинг. Интересно. Не все же затворником сидеть. И это стоило 50 евро в месяц. Сейчас индивидуальные группы. Мои ходят жена с сыном, доучиваются раз в неделю, 10 евро занятия. То есть 10 евро час, достаточно адекватная цена за уроки сербского, черногорского языка. Того, что я выучил, мне, в принципе, хватило, потому что общаюсь я мало. И в основном больше рассчитан обучение на понимание, чтобы понимать, что тебе рассказывают, что тебе говорят, потому что общения очень мало. В банке здраво, приятно, хвала, до виджения, в магазине, в продавницах, да, кеса не треба, jedan komad mesa, что-то ешь, молим, и все такое. Особо, в общем, больше никакого общения нет, но иногда с хозяевами дома пытаюсь разговаривать, с некоторыми соседями здороваюсь, ну, буквально очень мало фраз, какие-то смолтолки я не люблю. Если у тебя подвешен язык, и ты можешь в смолтолке, ты быстро найдешь себе и знакомых. Это в любой стране, неважно на каком языке, на английском, там, на сербском, черногорском, да, на русском. Ну, в принципе, так, наверное, оно и есть. Но это, к сожалению, не мое, а может быть и к счастью, ну, вот как есть. Еще здесь очень хорошая база английского языка, поэтому если люди видят там официанты в банке где-то, если хотят тебе что-то донести, видят, что ты бэк-мэк, то сразу переходят на английский и думают, что... Ну, вообще они, наверное, думают, что английский должны все знать. И переходят на английский, пытаются на английском что-то объяснить, а я продолжаю пытаться на местном языке что-то объяснить. И вот такой у нас получается как бы интернациональный разговор. Это про Подгорицу. А на побережье, конечно, больше русскоязычных. Русский язык знают, ну, наверное, больше людей из сферы обслуживания, ну, потому что очень много русских туристов всегда было и есть. Плюс это или минус, но язык лучше знать. Хотя бы на бытовом уровне, то есть это А2 где-то уровень, ну, даже А1, и то будет приятно местным. Рады, если кто-то говорит на их языке. Да, еще добавлю, иногда приходится отвечать на телефонные звонки, ну, когда там курьер что-то привезет, с почты звонят. Ну, было пару ситуаций, когда я беру трубку или самому даже надо было позвонить и пытаюсь что-то договориться, сказать, в принципе, понятно. Но лучше, конечно, сказать, что там молим, можете, да, написать по руку, у Viber или куда-нибудь еще, потому что при живом общении еще жестами как-то можно помочь себе, а по телефону тут уж нужно рассчитывать только на словарный запас. Ничего не могу сказать про медицину. Вообще ничего. Ни разу мы не обращались ни в какой дом здравия, ни к врачу, ничего. Был насморк, кашель, но как-то сами обходились. Любимая таблетка ибупрофен, благо он тут продается, вот, и все, больше ничего не приходилось. Хотя многие жалуются, что трудно записаться, есть вроде как бесплатное страхование. Раньше выдавали зеленые книжицы специально, если у тебя боровак по
работе или если ты директор фирмы, выдавали зеленые книжицы, бесплатное страхование, но с какого-то периода, вот это, кстати, минус, что в Черногории очень любят трактовать законы, на свой лад. Каждый год приходит какой-нибудь новый чиновник и начинает трактовать существующие законы, как ему удобно. В общем, отменили выдачу зеленых книжиц из-за того, что требуют справку о том, что ты отказался от АМС в своей стране. Но, как известно, в России от обязательного медицинского страхования отказаться нельзя, пока ты гражданин страны. Поэтому справок таких не существует, и поэтому, в общем, заглохла вот эта вся история. На бесплатную медицину рассчитывать уже, наверное, нельзя. Есть платная медицина, но ни цен, ничего не знаю. Пару раз я делал лекарское уверение для продления того же Боровка. И это выглядело так, что я заходил в кабинет, типа к педиатру, разговаривал с ней на русском языке, научил ее там пару слов, поболтали, тра-ля-ля, все хорошо. Вот тебе справка, все, иди дальше, продлевайся. Единственное, куда ходили, это к зубному. Но опять же, не я ходил, старший сын ходил, вылечил себе несколько зубов. Такие расценки 50-70 евро за пломбу. Если что-то посложнее с зубом, то чуть подороже. В общем, вылечил старший себе несколько зубов. Вполне неплохо, пока держится. Еще расскажу про почту. Пользовались почтой больше в плане пересылки посылок себе из Воронежа сюда. Посылка из Воронежа где-то от 10 до 20 килограмм за 10, 12, 14 дней вообще легко доходит без проблем. А вот в обратную сторону отправлял письмо, просто обычное письмо, в Россию шло где-то месяц. Вот такая непонятная ситуация. Не знаю, на чьей стороне это тормозится. Заказывали себе, наверное, посылок 5 или 6 из Воронежа, и они прям все четко до 12 дней доходили. Иногда, правда, почтальон приносил, иногда самому приходилось идти на почту забирать, но тут уж как повезет. Тут, если подружился с почтальоном, наладил small talk, то он будет тебе доставлять. Если что-то ему не понравилось, испугался, что коробка помятая, в лучшем случае позвонят, скажут, придите на почту, или смс-ку напишут, или просто ты видишь по треку, что посылка уже пришла, тебе ее не несут, пошел на почту, сам забрал. В общем, многое зависит от образа жизни, к которому вы привыкли, от движухи в городе, в деревне, где вы жили. У каждого своя история, нельзя предсказать и рассказать. Нужно приезжать и пробовать, смотреть своими глазами. Хотя бы какое-то представление, надеюсь, я дал. Может быть, еще что-то вспомню. Когда-нибудь запишу вторую часть продолжения. Да, кстати, все тут приезжие, не все, многие приезжие блогеры занимаются помогаторством. Я не занимаюсь помогаторством, я могу просто рассказать. Но у меня есть знакомые, которые этим занимаются. Так что могу порекомендовать.